Добро пожаловать! Все мы любим, конечно же, ретро-консоли. Старенькие игрушечки, все, чтобы было классно, вот прямо как раньше и получать те же ощущения. Но некоторые компании решили некоторые аспекты, собственно, совместить, такие как ретро-гейминг и современные игровые технологии, которые стоят сейчас просто на передке всех возможностей и бустов FPS. Сегодня, собственно, мы посмотрим на один очень интересный ретро-девайс от компании, конечно же, Anbernic RG40XX-H. Почему H? Потому что горизонтально. Собственно, коробочка у нас, как всегда, беленькая, красивенькая, потому что дорого. Здесь у нас сам девайс, который я забыл упаковать, чтобы было красиво и как надо, но да ладно. Вот так вот он идет. Отложим на минутку. Здесь у нас ванночка. Фирменная инструкция Anbernic, которая особо ничем не помогает. Но да ладно. Это бывает, и это возможно. Здесь у нас, как всегда, типичный черненький USB Type-C кабель, который Anbernic кладет в абсолютно все свои девайсы. И, собственно, сам девайс. Просто посмотрите на этого красавца. Идеальный синенький цвет. Просто бомбически красивый. Итак, для начала посмотрим на порты. Здесь у нас кнопка включения, качелька плюс-минус, лампочка. Без лампочки в наше время никуда. Type-C разъем, конечно же, кнопочка Reset и мини HDMI кабель, как, собственно, в традициях Anbernic. К сожалению, R2 и L2 у нас, они цифровые, то есть вкл или выкл. Нет никакого аналогового. То есть в гоночках иногда будет не особо приятно, но имеем, что имеем. Сзади у нас показано, что проверен девайс, то, что он работает, что тоже хорошо. И, собственно, больше тут ничего нет. На нижней стороне у нас два динамика. Первый слот, второй слот. Точнее, наоборот, первый, второй. Здесь у нас операционная система плюс игры. Здесь игры. И 3,5 мм джек. Можно было заметить, что в коробке с девайсом у меня не было стекла. Потому что я его никогда не клею. Потому что у меня это выходит очень плохо. Поэтому здесь китайцы позаботились лично обо мне и приклеили стекло. Возможно, это просто из-за того, что я покупал в непонятном магазине, поэтому магазин решил приклеить, чтобы не было проблем. Но да ладно, включим девайс и увидим же причину, почему я говорю, что девайс имеет современнейшие технологические, геймерские технологии. Идеально. Инновации, модернизации, нанотехнологии, все это слилось в данном замечательнейшем аппарате. Ждем. Мы все еще ждем, пока он загрузится. И вуаля. У нас есть RGB. Что еще нужно для современного геймера, кроме как RGB подсветка? Это же просто замечательно. Замечательно, что она есть. Можно даже пойти еще дальше и понять, что RGB подсветка таки настраивается. Если вы какой-нибудь старый пердун и вам не нравится RGB, конечно, можно отключить. Но как? Как можно это сделать, когда есть замечательная геймерская технология, которая увеличивает FPS как минимум в 4 раза? Всего лишь нажатием одной кнопки. Тут, конечно, можно выбрать режимы. Разные, не разные. Кто хочет, пусть так и делает. Можно даже скорость увеличить, уменьшить. Просто идеально. Идеальный аппарат. Уже даже не заходя в эмуляторы, не смотря на игры, можно сказать сразу, это девайс года. Лишь потому, что у него есть геймерская RGB подсветка. Ну, а если серьезно, можно посмотреть, конечно же, на игры. Зайдем, например. Тут, конечно, у нас ROM Anbernic, поэтому есть PSP игры, которые будут работать, скажем так, не очень. Например, тот же Vice City. Сделаем погромче, чтобы услышать замечательные динамики. Пока что вроде как бы нормально. Но уже можно немножечко замечать, что существует пропуск кадров. Но и поскольку технологии не стоят на месте, динамики мы послушали, они плюс-минус нормальные. Подключаем
звук. И наслаждаемся игрой PSP. Ну как наслаждаемся? До поры до времени, я бы так сказал. Пока что вроде ничего, ничего, ничего. И вот оно пошло-поехало. Тут у нас стоит пропуск кадров. Всякие вот эти вот микрооптимизации, лишь бы работало. Скажем так, для не особо привередливых людей, которые любят, например, поиграть на ПК в 20 FPS, здесь прям будет идеальная PSP машина. Но для людей, которые немного... Но для людей, которым немножечко, хоть чуть-чуть хочется комфорта, данный вариант, конечно, будет не очень подходить. Но да ладно, PSP это, конечно, классно и хорошо, а мы идем дальше. Возможно, идем, потому что выйти из меню это тот еще квест. Когда ты находишься в игре, нужно было нажать B. Интересно, в этот раз можно будет нажать B? Нельзя, потому что здесь нужно нажать A. Магия. Идеальная магия, уличная магия. Куда же без нее? Но не все так печально. Плюс-минус, я бы мог сказать. И посмотрим на Tekken 6. Tekken 6 у нас PSP, по идее, плюс-минус должно работать нормально. Нажимаем ОК, нажимаем, соглашаемся со всеми требованиями данной конторы. Можно уже немного видеть, что менюшка лагает. Но да ладно. Выбираем самого замечательнейшего персонажа Текена Лили. Get ready for the next battle. Оп, все прыгает, все красивенько. Раунд 1. И минус FPS. Нет, конечно, играть при таких условиях это просто жестко, больно и неприятно. Но плюс-минус, если играть только на бигинере, то нормально. Однако, как только пройдете пару игр, тут уже начнется просто боль в нижней части тела. Потому что ножками вы будете топать очень сильно и говорить: да как так вышло, я же нажал. А оно не зарегистрировано. Впрочем, если хочется чуть-чуть поиграть, чуть-чуть можно. Итак, с PSP мы разобрались, поэтому пойдем в другие более интересные игры. Например, Tekken 3 на PlayStation 1. Куда же без него? Можно заметить, что я не запускаю Need for Speed Hot Pursuit на PS1 по одной простой причине. Скорее всего, образ, который кидает сюда Эмбер Ник, он немножечко, скажем так, не очень хороший. Поэтому лагает, все зависает, нормально не работает. Но есть куда больше игр хороших, нежели один несчастный Need for Speed. Итак, Tekken 3 работает без всяких проблем, нареканий. Кстати, забавно, что по графонию плюс-минус, если сдалека относительно смотреть, похож на Tekken 6 на PSP. Очень странное совпадение. Ну и в принципе все нормально работает, без каких-либо проблем, но PSP не работает, а вот PS1 идеально. Тут уже и подтянутые текстурки разрешением и все такое, поэтому, ну, в плане рендера, конечно. Итак, и напоследок посмотрим немножечко Сеги. Совсем чуть-чуть на донышке. Все, ну тут прекрасно загружается. Konami. А Konami мы знаем, что это контора не очень приятных людей. Но все надежды на Silent Hill 2. Новая игра. Потому что как иначе? А иначе, собственно, никак.
Ох, как я надеюсь, что не будет никаких проблем со звуком. Но кролик прыгает. Все работает прям идеально. Конечно, иногда при скроллинге видно, что немножечко не то. Но опять же, это уже проблемы эмулятора. Если хотим нормальный скроллинг, нормальное отображение, это нам только нужно FPGA с довольно неплохими такими выкрутасами, чтобы оно идеально работало. Потому что если мы видим так, кролик здесь нормально прыгает, и если он идет вправо-лево, то уже фреймрейт и частота обновления картинки меняются. Почему так? Ну, так работает эмулятор, и так работает LCD. Именно сам девайс на это никак не влияет, что очень хорошо, я бы даже сказал. Получаем яблоко от ворона. Все работает прекрасно. И самое главное в этом аппарате, он, несмотря на его дизайн и эргономику, он удобный. Мне он вот прям чем-то напоминает Switch Lite, но только гораздо меньше. И да, стоит отметить, что здесь у меня иконочка Wi-Fi. И да, здесь, конечно же, есть Wi-Fi, куда же в нашем современном мире без Wi-Fi. А Wi-Fi здесь нужен для одной простой вещи. Мы идем вот сюда, Network Settings и Moonlight. Стриминг с вашего ПК. Считай, handheld у вас свой. Всякие Steam Deck'и, Ionio, Легионы, Asus. Все это уходит в мусор, когда у вас есть дома мощный ПК. Вот этот замечательный аппарат. И все, больше вам ничего не нужно. Играешь без всяких проблем, радуешься жизни. И стоит подытожить по этому аппарату. По сути своей, если вы его покупаете долларов за 30, ну максимум 40, отличная машинка в плане эргономики, что удивительно, учитывая, что это просто относительно обмылок, без всяких там выпуклостей и впуклостей. За 40-30 долларов просто идеальный аппарат для всякого ретро-гейминга. Кстати, экран здесь довольно хороший. Не сказать, что прям вау, но именно вот это такой вот средненький, бодренький среднячок. То, что нужно за такие деньги. Конечно, наличие RGB, только это может стоить вам 50 долларов, что просто замечательно, потому что не забываем, что это добавляет FPS. А поскольку у нас здесь есть Moonlight, то эти FPS у вас добавляются и на компьютере. Это просто гениально. Конечно, шутки шутками, но RGB, конечно, здесь, если честно, я не знаю, зачем засунули, но засунули и уже хорошо. И самое главное, что оно настраиваемое, и можно это отключить. В принципе, девайс классный. Те, кто задумывался о его покупке, стоит задуматься очень хорошо и, собственно, его купить.